Приветствуем всех зрителей нашего канала. Благодарим, что смотрите нас и подписывайтесь. Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых актуальных и обсуждаемых тем, кто же станет преемником Владимира Путина и как массовые аресты генералов могут быть связаны с этим вопросом. В этом видео мы рассмотрим предсказания и пророчества, проанализируем политическую ситуацию и обсудим возможные сценарии будущего в отношении предсказаний и пророчеств. Той же Ванги, того же Мишеля Нострадамуса и так далее. Поэтому обязательно просмотрите, вы узнаете очень много важной и ценной информации. Вы знаете, политическая обстановка в России сегодня представляет собой сложный и многогранный ландшафт, характеризующийся устойчивым режимом авторитарным, возглавляемым Владимиром Путиным. С момента его прихода к власти в 2000 году Путин стабильно укреплял свои позиции, переизбираясь на пост президента и занимая ключевые посты в правительстве в периоды между президентскими сроками. Это создало атмосферу политической предсказуемости, но также и укрепило централизованную власть, где основные решения принимаются в верхах. Последние годы Россия сталкивается с многочисленными внутренними и внешними вызовами, которые оказывают значительное влияние на политическую сцену. Внутри страны продолжается борьба с оппозицией и независимыми медиа, что выражается в ужесточении законов и репрессивных мерах. Экономическая ситуация также остается напряженной. Санкции Запада, введение после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, продолжает оказывать давление на российскую экономику. В ответ на это правительство предпринимает шаги по укреплению экономической стабильности, развивая внутренние ресурсы и укрепляя связи с азиатскими странами, в частности с Китаем. С внешнеполитической точки зрения Россия активно участвует в международных переговорах, конфликтах и поддерживает свои интересы в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Восточную Европу. Это подчеркивает стремление России сохранить свое влияние на мировой арене, несмотря на напряженные отношения с Западом. На фоне этих событий вопрос преемничества Владимира Путина становится все более актуальным. Стабильность режима, основанная на власти Владимира Путина, неизбежно вызывает вопросы о том, кто и как сможет продолжить его политику в случае его ухода. Текущие аресты высокопоставленных генералов и чиновников лишь подогревают интерес к этой теме, так как они могут быть частью стратегии подготовки к возможной передаче власти. Преемник Путина будет иметь ключевое значение для будущего России. Вопрос преемничества важен не только для внутренней политики, но и для международных отношений. Потенциальные кандидаты на этот пост, такие как премьер-министр Михаил Мишустер, бывший министр обороны Сергей Шойгу и другие, уже активно обсуждаются в политических кругах и среди аналитиков. Их личные качества, политический опыт и степень лояльности к нынешнему режиму станут решающими факторами в этом процессе. В ближайшие годы мы, вероятно, станем свидетелями того, как Путин и его окружение будут выстраивать стратегию передачи власти. Эта стратегия будет включать не только назначение преемника, но и обеспечение его легитимности в глазах населения и международного сообщества. Возможные сценарии могут варьироваться от плавного перехода к новой фигуре до резких изменений в политическом курсе страны. Забегая наперед, хотим вам сказать, мы озвучим далее список преемников, и последний преемник и является преемником в России. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Вы знаете, в последнее время новостные заголовки пестрят сообщениями о массовых арестах высокопоставленных генералов в России. Конечно же, эти события вызывают множество вопросов и порождают разнообразные теории о том, что стоит за этими действиями и к чему они могут привести. Аресты генералов начались внезапно и стремительно, затронув сразу несколько высокопоставленных лиц в российской армии и силовых структурах. В большинстве случаев обвинения связаны с коррупцией, злоупотреблением властью и другими преступлениями экономического характера. Однако скорость и масштаб этих арестов вызвали у многих наблюдателей подозрения в том, что за ними могут стоять иные мотивы помимо борьбы с коррупцией.
Среди арестованных генералов значатся известные личности, занимавшие ключевые посты в различных силовых ведомствах. Эти фигуры играли важные роли в обеспечении национальной безопасности и поддержании внутреннего порядка. В их числе генералы, которые отвечали за стратегическое планирование, руководство военными операциями и управление крупными военными округами. Официальная версия, озвученная властями, состоит в том, что аресты являются частью масштабной кампании по борьбе с коррупцией в рядах вооруженных сил и силовых структурах. В последние годы Россия активно заявляла о своей приверженности искоренению коррупции, и эти аресты можно рассматривать как продолжение этой политики. Однако не все эксперты согласны с официальной версией. Некоторые аналитики считают, что аресты могут быть частью более широкой кампании по политическим чисткам в преддверии возможных изменений в высших эшелонах власти. Такие действия могут быть направлены на устранение потенциальных соперников или на обеспечение лояльности ключевых фигур в армии и силовых структурах. Еще одной теорией, объясняющей массовые аресты генералов, является подготовка к возможному переходу власти. В условиях, когда обсуждается вопрос о преемнике Владимира Путина, такие аресты могут быть направлены на укрепление контроля над вооруженными силами и силовыми структурами, чтобы обеспечить плавный и контролируемый переход власти. Политические аналитики и эксперты в области безопасности отмечают, что массовые аресты генералов могут оказать значительное влияние и на политический климат в стране. С одной стороны, это может усилить доверие к властям среди населения, демонстрируя серьезность намерений в борьбе с коррупцией. С другой стороны, такие действия могут вызвать напряженность в силовых структурах и привести к нестабильности. Аресты могут изменить и баланс сил внутри правящей элиты. Устранение влиятельных генералов может привести к перераспределению власти и усилению позиций тех, кто остается на своих постах. Это, в свою очередь, может повлиять на принятие ключевых решений и на ход политических процессов в стране. Кроме того, массовые аресты могут иметь и международные последствия. Другие страны, особенно те, которые внимательно следят за внутренними процессами в России, могут интерпретировать эти события как признак нестабильности и попытку консолидации власти. Это может повлиять на международные отношения и на восприятие России на мировой арене. Смена власти в России всегда вызывала интерес и спекуляции не только среди политиков и аналитиков, но и среди тех, кто занимается предсказаниями и пророчествами. Известные прорицатели, такие как Нострадамус, Ванга и современные экстрасенсы, неоднократно делали прогнозы о будущем России. Давайте мы уделим внимание известным пророчествам и предсказаниям о смене власти в России и о возможном преемнике Владимира Путина, а также проанализируем, как эти предсказания могут быть связаны с текущими событиями. Мишель Нострадамус, известный своими загадочными и многозначительными предсказаниями, оставил после себя множество катренов, которые толкуются и переосмысляются на протяжении веков. Его пророчества часто, правда, расплывчатые и символические, но не утратили своей актуальности и продолжают вызывать интерес и обсуждения. Некоторые исследователи полагают, что Нострадамус предсказал важные изменения в России, и один из его катренов рассматривается как возможное указание на будущие события в этой стране. Одним из таких катренов является следующий. «Великий северный царь будет свергнут, когда два солнца встретятся на небе. Время изменений, смута и тревог. Придет правитель с востока, светлый и могучий». Этот катрен, как и многие другие предсказания Нострадамуса, полон символизма и открывает простор для различных интерпретаций. Попробуем и мы разобраться в его значении и возможных толкованиях. Толкователи считают, что великий северный царь может означать нынешнего президента России. Нострадамус часто использовал такие метафоры для обозначения правителей и лидеров различных стран. Под свержением можно понимать как политическое отстранение от власти, так и более радикальные изменения, такие как революции или перевороты.
Следующая строка, когда два солнца встретятся на небе, вызывает здесь множество споров и интерпретаций. Некоторые исследователи предполагают, что встреча двух солнц может указывать на редкое астрономическое событие, такое как затмение или парад планет. Другие считают, что это может быть метафорой политической коалиции или союза между двумя могущественными лидерами или государствами. Следующая строка «Время изменений, смута и тревог» предсказывает период нестабильности и беспокойства. Она может указывать на политические и социальные потрясения, которые будут сопровождать смену власти. Такие периоды часто характеризуются экономическими кризисами, протестами и другими формами общественного недовольства. И последняя строка Катрена, которая звучит следующим образом: «Придет правитель с востока, светлый и могучий». Именно последняя эта строка Катрена говорит о приходе нового лидера, который придет с востока и будет обладать светлой и могучей аурой. Толкователи считают, что это может намекать на нового лидера из восточных регионов России или стран, связанных с Россией. Этот лидер, согласно пророчеству, принесет светлые перемены и будет обладать значительной властью и влиянием. В последние годы в России наблюдаются признаки политической нестабильности. Массовые протесты, аресты политических оппозиционеров и изменения в правительственной структуре указывают на возможные крупные изменения в будущем. Пророчество Нострадамуса о свержении великого северного царя может быть интерпретировано как предсказание об уходе нынешнего президента и прихода нового лидера. Астрономические явления всегда привлекали внимание и вызывали интерес у предсказателей и астрологов. Встреча двух солнц может быть метафорой редкого астрономического события, которое будет символизировать время перемен. В современном контексте это может быть значимым природным явлением, которое привлечет внимание и будет действительно воспринято как знак. Толкователи предполагают, что новый лидер может появиться из восточных регионов России или из стран, имеющих тесные связи с Россией, такие как Китай или другие азиатские государства. Этот лидер будет светлым и могучим, что указывает на его положительную роль и способность приносить значительные изменения и улучшения. Болгарская провидица Ванга, известная своими точными предсказаниями, оставила после себя множество пророчеств о будущем различных стран, включая Россию. Ее слова о грядущих изменениях и судьбах людей продолжают вдохновлять и настораживать. Одно из ее известных предсказаний гласит следующие слова: «Россия станет великой снова, но путь будет долгим и трудным». После долгого правления придет новый лидер, молодой и смелый, который объединит народы и приведет страну к процветанию. Это предсказание вызывает множество вопросов и интерпретаций. Давайте и мы здесь попробуем разобраться, что именно имела в виду Ванга, как это пророчество может соотноситься с современными событиями в России. Ванга предсказывала, что Россия вновь обретет свое величие, но путь к этому будет нелегким. В современной России существует множество вызовов, включая экономические санкции, политическое давление со стороны других стран и внутренние проблемы, такие как коррупция и социальное неравенство. Однако, несмотря на эти трудности, Россия продолжает оставаться мощной державой с богатой культурой и значительным экономическим потенциалом. Россия уже не раз переживала периоды упадка и возрождения. После распада Советского Союза в 1991 году страна прошла через трудные времена, но смогла восстановить свою экономику и укрепить политическое влияние на мировой арене. Предсказание Ванги может указывать и на новый период возрождения, когда Россия вновь станет значимой и влиятельной страной в мировом масштабе. Упоминание Ванга о долгом правлении можно связать и с нынешним президентом России Владимиром Путиным, который находится у власти с 1999 года. Его правление действительно длительное и значимое для современной истории России. Предсказание о новом, молодом и смелом лидере может указывать на грядущую смену власти и приход нового политического деятеля, который принесет изменения. По словам Ванги, новый лидер будет молодым и смелым. Это может означать, что на политическую арену России выйдет новый политик, обладающий энергией и решимостью для проведения необходимых реформ.
Этот лидер должен будет обладать способностью объединить различные народы и культурные группы в стране, чтобы создать стабильное и процветающее общество. Россия – это многонациональная страна с богатым культурным и этническим разнообразием. Объединение народов, о котором говорила Ванга, потребует значительных усилий для преодоления межэтнических конфликтов и создания гармоничного общества. Новый лидер должен будет найти способы для укрепления национального единства и социального мира. Процветание, о котором упоминается в предсказании Ванги, может включать в себя экономическое развитие, улучшение уровня жизни населения и укрепление позиций России на мировой арене. Важно будет сосредоточиться на развитии инфраструктуры, инновациях и создании благоприятных условий для предпринимательства и инвестиций. Современные экстрасенсы и провидцы продолжают вызывать интерес у людей, которые стремятся заглянуть в будущее. Тема смены власти в России не остается без внимания, и многие из них делают прогнозы на основе своих видений и интуиции. Рассмотрим наиболее популярные предсказания, касающиеся будущего руководства страны. Многие экстрасенсы предсказывают, что следующий лидер России будет молодым и энергичным человеком. Они считают, что молодость нового лидера принесет новую волну перемен и реформ, необходимых для развития страны. Молодой лидер, по их мнению, будет обладать современным мировоззрением, гибкостью мышления и решимостью, что позволит ему справляться с вызовами времени. Некоторые экстрасенсы указывают на то, что новый лидер может быть выходцем из военных или силовых структур. Это предположение основано на том, что такой человек будет обладать необходимыми лидерскими качествами, дисциплиной и опытом в управлении кризисными ситуациями. Он сможет установить порядок и стабильность в стране, что особенно важно в условиях политической и экономической нестабильности. Некоторые провидцы видят в будущем Россию женщину-президент. Они считают, что ее приход к власти будет означать новый виток в истории страны. Женщина-президент, по мнению экстрасенсов, сможет привнести в политике больше гуманности, заботы о людях и социального равенства. Ее лидерство будет отличаться мягкостью и мудростью, что поможет создать благоприятную атмосферу для развития общества. Многие исследователи и специалисты отмечают, что женщины-лидеры часто обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяет им эффективно справляться с конфликтами и выстраивать устойчивые отношения с другими странами. Женщина-президент может стать символом обновления и прогресса, способным привлечь поддержку широких слоев населения. В ряде предсказаний говорится о том, что перед сменой власти в России будет период политической нестабильности. Это может включать в себя внутренние конфликты, противостояние различных политических группировок и попытки силового решения проблем. Важно, чтобы в этот период страна смогла сохранить единство и избежать разрушительных последствий. Некоторые экстрасенсы предупреждают о возможных экономических трудностях, которые могут сопровождать смену власти. Эти трудности могут быть вызваны санкциями, изменениями на мировых рынках и внутренними экономическими проблемами. Важно будет разработать стратегии по преодолению этих вызовов и поддержанию экономической стабильности. Политический ландшафт России всегда вызывал интерес у наблюдателей как внутри страны, так и за ее пределами. Вопрос о том, кто может стать преемником Владимира Путина, особенно актуален в свете последних политических событий и слухов. Давайте мы сами рассмотрим потенциальных кандидатов на пост президента России, их характеристики и вероятность избрания. Начнем с Дмитрия Медведева. Это Дмитрий Медведев, бывший президент России, нынешний заместитель председателя Совета Безопасности России, обладает богатым политическим опытом. Он занимал пост президента с 2008 по 2012 годы, хотя его полномочия в значительной степени были связаны с периодом тандема с Путиным. Медведев проявил себя как дипломатичный и умеренный лидер. Медведев сохраняет значительное влияние и популярность среди части политической элиты. Его либеральный подход к некоторым вопросам может привлечь поддержку среди тех, кто стремится к модернизации и реформам. Шансы Медведева на избрание остаются высокими, особенно если он получит поддержку Владимира Путина и правящей партии. Его опыт и репутация играют на руку его кандидатуре.
хотя либеральные взгляды могут вызывать недовольство среди более консервативной части общества. Далее Сергей Шойгу считается одним из самых влиятельных фигур в России, в правительстве. Его успешная карьера и военные достижения, включая руководство вооруженными силами, придают ему значительный вес в политической и военных сферах. Шойгу пользуется высокой популярностью как среди военных, так и среди гражданских лиц. Его решительность и управленческие навыки вызывают уважение и доверие. Он также имеет поддержку среди силовых структур, что важно в политической борьбе. Вероятность избрания Шойгу на следующий срок достаточно высока, особенно в условиях возможной нестабильности. Его авторитет и поддержка со стороны силовых структур могут сыграть ключевую роль в его избрании. Далее Михаил Мишустин, нынешний премьер-министр России, известен своей успешной карьерой в налоговой службе и реформах, направленных на улучшение экономической ситуации в стране. Его технократический подход к управлению и внимание к деталям выделяет его среди других политиков. Мишустин завоевал уважение благодаря своим реформам и усилиям по модернизации экономики. Его подход к управлению экономикой получил положительные отзывы как среди политической элиты, так и среди населения. Вероятность избрания Мишустина также велика. Его технократический стиль управления и поддержка со стороны экономических кругов могут обеспечить ему широкую поддержку. Далее Алексей Дюмин, это губернатор Тульской области и бывший заместитель министра обороны, также рассматривается как возможный преемник. Его военный опыт и близость к Владимиру Путину делают его значимой фигурой на политической арене. Дюмин пользуется поддержкой среди военных и политической элиты. Его достижения в Тульской области и связи с силовыми структурами придают ему дополнительный вес. Дюмин имеет хорошие шансы на избрание, особенно если получит поддержку Владимира Путина и правящей партии. Его военный опыт и управленческие навыки делают его привлекательным кандидатом. Далее Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, является одной из самых влиятельных женщин в российской политике. Ее долгий и успешный карьерный путь, включающий посты губернатора Санкт-Петербурга и спикера Верхней Палаты парламента, подтверждают ее опыт и влияние. Матвиенко имеет значительную поддержку среди политической элиты и населения, особенно благодаря своим усилиям по модернизации и социальным программам. Ее опыт и политическая мудрость делают ее одной из ключевых фигур. Матвиенко имеет хорошие шансы на избрание, особенно если в стране возрастет спрос на женское лидерство и обновление политической элиты. Ее опыт и репутация могут обеспечить ей широкую поддержку. Андрей Белоусов, первый заместитель премьер-министра России и бывший министр экономического развития, известен своей работой по стабилизации и развитию российской экономики. Его опыт в экономической политике и стратегическом планировании делает его ключевой фигурой в правительстве. Белоусов пользуется уважением среди экономистов и политиков благодаря своим усилиям по развитию экономических программ и реформ. Его профессионализм и аналитический подход вызывают доверие и поддержку. Также Белоусов является сегодня и министром, и это также приносит очень много интересных моментов в жизни. Белоусов имеет хорошие шансы на избрание, особенно если экономические вопросы будут на переднем плане политической повестки. Его опыт и достижения в экономике могут сыграть важную роль в обеспечении поддержки среди элиты и населения. Кроме того, массовые аресты генералов и других высокопоставленных военных лиц в России могут быть не просто случаем борьбы с коррупцией или устранением внутренних врагов, но также частью более широкой стратегии по обеспечению лояльности и контроля над ситуацией в стране. Такие меры могут играть ключевую роль в подготовке почвы для смены власти, создания благоприятных условий для перехода к новому лидеру. Во-первых, аресты могут служить сигналом для остальных представителей элиты, демонстрируя, что любое отклонение от линии партии или нелояльность будут жестоко наказаны. Это усиливает контроль и дисциплину среди политической и военной верхушки, что особенно важно в период неопределенности и подготовки к передаче власти.
Во-вторых, устранение потенциальных конкурентов или оппозиционеров внутри системы помогает укрепить позиции избранного преемника. Это создает более стабильные и управляемые условия и для перехода власти, снижая риск восстаний или сопротивления элиты. Примеры дадим вам из российской и мировой истории, когда аресты и чистки предшествовали смене власти. Одним из самых известных примеров в российской истории, когда аресты и чистки предшествовали смене власти, являются сталинские репрессии 30-х годов. Иосиф Сталин использовал репрессии, чтобы устранить политических противников и укрепить свою власть. Массовые аресты, казни и ссылки касались не только политических деятелей, но и военных, ученых, интеллигенции и обычных граждан. Чистки начались с так называемого дела Троициско-Зиновьевского центра, где старые большевики, многие из которых были соратниками Ленина, были обвинены в заговоре против Сталина. В 1937-1938 годах последовали массовые репрессии, известные как Большой террор, которые затронули широкие слои общества. В результате к концу 30-х годов Сталин практически полностью избавился от своих потенциальных конкурентов и укрепил свою диктатуру. Другим ярким примером массовых чистков перед сменой власти является культурная революция в Китае, инициированная Мао Цзэдуном в 1966 году. Мао использовал культурную революцию для устранения своих политических противников и восстановления своей власти после неудач большого скачка вперед. В ходе культурной революции миллионы людей подвергались преследованиям, арестам и пыткам. Многие высокопоставленные партийные и государственные деятели, включая председателя КНР Лю Шаоти и маршала Пэн Дэхуя, были сняты с постов и репрессированы. Мао использовал молодежь, особенно красных охранников, для проведения чисток. Это привело к массовым беспорядкам и социальному хаосу, но позволило Мао сохранить власть до самой смерти в 1976 году. Исторические примеры из более далекого прошлого – это падение Римской республики и переход к империи. В последние годы республики политическая нестабильность и коррупция достигли своего апогея. Аресты и убийства политических деятелей стали обычным делом. Юлий Цезарь, ставший диктатором Рима, использовал репрессии и аресты для устранения своих противников. После его убийства в 44 году до нашей эры последовала гражданская война, завершавшаяся приходом к власти Октавиана Августа, первого римского императора. Этот период ознаменовался окончательным падением республиканского строя и установлением империи. В современной Северной Корее династия Кимов использует репрессии и чистки для поддержания своей власти. Каждая смена лидера сопровождается арестами и казнями высокопоставленных чиновников и военных, подозреваемых в нелояльности. Когда Ким Ын Ир передавал власть своему сыну Ким Чен Ыну, были арестованы и казнены многие высокопоставленные фигуры, включая Чан Сон Тхэка, дядю Ким Чен Ына. Это позволило новому лидеру устранить потенциальных конкурентов и укрепить свою власть. В Ираке Саддам Хусейн также использовал репрессии и чистки для поддержания своей власти. В 1979 году, вскоре после прихода к власти, Саддам провел массовые аресты и казни членов своей собственной партии Баас, подозреваемых в заговоре. Это укрепило его контроль над государством и позволило создать культ личности, который поддерживался до его свержения в 2003 году. История показывает, что аресты и чистки часто предшествуют смене власти в авторитарных режимах. Такие меры используются для устранения конкурентов, подавления оппозиции и укрепления власти лидера или его преемника. И, как мы видим, примеры из мировой истории показали нам, что это эффективна такая стратегия в обеспечении стабильности и контроля в периоды политических перемен. Благодарим, что досмотрели это видео до конца. Мы сегодня с вами обсудили возможных преемников Владимира Путина, рассмотрели, как массовые аресты генералов могут быть связаны с этим процессом, а также провели исторические параллели, чтобы лучше понять текущую политическую ситуацию.
В период изменений важно оставаться информированным и критически оценивать происходящие события. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Оставляйте свои комментарии и делитесь своим мнением, каким вы видите будущее России и кто, по вашему мнению, станет следующим лидером страны. Мы всегда рады вашим мыслям и дискуссиям. До новых встреч и благодарим вас за внимание.